Тигр– это самый большой представитель семейства кошачьих. Слово «тигр» происходит из греческого языка и переводится как «быстрый», «острый». Тигр относится к роду пантера и подсемейству больших кошек. В этом видео вы узнаете о том, как тигры выглядят, как и на кого охотятся и еще много интересного. Как выглядит тигр? В вопросе «как выглядит тигр» в первую очередь стоит остановиться на его размерах, ведь это самый большой представитель семейства кошачьих. Помимо этого, тигр занимает третье место по размерам наземных хищников, больше него только белый медведь и бурый медведь. Также заметим, что в зависимости от подвидов его размеры могут значительно отличаться. Например, подвиды бенгальского и амурского тигра являются самыми крупными. Размеры самцов этих подвидов могут достигать в длину 3 метра без хвоста, при массе тела более 320 кг. Рекордный вес самца бенгальского тигра составил 388 кг, а амурского тигра 384 кг. Но средний вес тигра в природе составляет 200-250 кг. Самцы тигра крупнее самок. В среднем самцы весят в 1,5 раза больше самок. Хвост тигра имеет длину до 1 метра. Высота в холке может достигать 1,5 метра. Тигр имеет массивное и мускулистое тело, крупные лапы и крупную голову. Длина черепа может достигать 32 сантиметра. У тигра мощные зубы, он имеет изогнутые клыки самого крупного размера из всех представителей кошачьих. Длина клыков тигра может доходить до 9 сантиметров. Классический окрас тигра всеми узнаваем. Основной окрас шерсти является ржаво-коричневый и бледно-оранжевый цвет, иногда может содержать ржаво-красные оттенки. На теле имеются белые пятна, в особенности на животе, груди, внутренней стороне лап, голове и шее. Тело и хвост покрыто поперечными темными полосами черного, темно-коричневого или шоколадного цвета. Густота и длина шерсти зависит от подвида. Северные подвиды, например, амурский тигр, имеет длинную и густую шерсть, а вот бенгальский тигр, наоборот, короткую и редкую шерсть. Интересный факт о тиграх. Полосы на теле, их форма и расположение уникальны у каждого животного, словно отпечаток пальца у человека. Еще одним интересным фактом является то, что их кожа также имеет полосатый окрас, который можно увидеть, сбрив мех. По мере роста шерсти их уникальный рисунок восстановит прежний вид. Тигр имеет около 100 темных полос на своей шубке. Именно эти полосы помогают тигру сливаться с окружающей средой и служат хорошей маскировкой. Существует несколько нетипичных вариаций окраса тигров. Золотой тигр – самая редкая разновидность окраса тигра. У золотого тигра вместо темных полос – полосы коричневого цвета. Есть теория, что эта мутация у тигра возникает в местах обитания с глинистыми почвами, тем самым помогая ему в маскировке. Но эта теория не доказана. Белый тигр – еще одна мутация, чаще всего возникающая у бенгальских тигров. Эти особи имеют белый окрас с черными полосами. В дикой природе белые тигры встречаются очень редко, а вот в неволе они довольно распространены. Также встречаются и полностью белоснежные особи. Стоит отметить, что белый тигр – это не животное-альбинос. Также бывают тигры-меланисты, у которых черные полосы такого крупного размера, что они сливаются между собой. Глаза тигра не сильно большого размера, но тем не менее он наделен очень хорошим зрением. Причем тигр хорошо видит и в темноте. Некоторые источники сообщают, что тигр способен частично различать цвета. Также у тигра хороший слух. Как живут и что делают тигры? Тигры живут поодиночке, они территориальные животные. У каждого тигра есть своя территория, которую он метит и защищает. Они метят территорию, оставляя свой запах,
взрывая землю, оставляя задиры когтями на деревьях, оставляя метки мочи. Если самки еще могут бесконфликтно заходить на чужие территории, то самцы конкуренции не терпят вообще. Агрессивными позами и рычанием они пытаются прогнать оппонента, а если эти способы неэффективны, то случается драка, иногда с довольно тяжелыми травмами. Территории самцов достаточно велики и обычно составляют от 60 до 100 квадратных километров. Самки имеют значительно меньшие владения, обычно не более 20 километров квадратных. Территории самок могут находиться на территории самцов. На территории одного самца могут жить сразу несколько тигриц, но каждая со своим владением, которые могут немного совпадать между собой. Тигрицы менее агрессивно относятся к защите своих территорий от других самок. Они даже могут делиться едой между собой. Также самцы могут делиться добытой пищей с противоположным полом. А вот самец другого самца-тигра к еде никогда не подпустит и даже пройти по своей территории не позволит без боя. Виды тигров и их гибриды. У тигров есть несколько подвидов и несколько гибридов. Давайте рассмотрим известные подвиды тигров. Амурский тигр – один из самых крупных подвидов тигра. Его также называют уссурийским тигром, северо-китайским, маньчжурским и сибирским тигром. Амурский тигр имеет самую длинную и густую шерсть. В его окрасе не такая яркая рыжина, а черных полос намного меньше, чем у других видов. Бенгальский тигр – самый многочисленный подвид тигра. Самая большая популяция обитает в Индии, около 3000 особей, когда общая численность вида насчитывает не более 4500 особей. Индокитайский тигр, значительно мельче амурского и бенгальского тигра, имеет более темный окрас шерсти. Малайский тигр обитает на полуострове Малакка. Китайский тигр населяет территорию Китая. В дикой природе вообще не осталось ни одной особи. В неволе содержится 59 особей и предпринимаются попытки заселения этим тигром дикой природы для восстановления популяции. Китайский тигр достаточно маленький подвид тигра, вес самцов составляет от 130 до 180 кг. Где обитают тигры? Тигр обитает в Азии и на прилегающей к ней территориях. На данный момент тигр обитает на территориях следующих стран: Индия, Россия, Китай, Вьетнам, Бангладеш, Камбоджа, Индонезия, Непал, Малайзия, Лаос, Мьянма, Пакистан. Есть неподтвержденные данные, что тигр встречает и в КНДР. В зависимости от подвида, тигры населяют разные территории. Амурский тигр обитает на территории России в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае, а также в Еврейской автономной области. Также он встречается в небольшом количестве на северо-востоке Китая и в Северной Корее. Бенгальский тигр обитает в наибольшем количестве в Индии. Среда обитания у тигра самая разнообразная и в большей степени зависит от подвида. Тигры могут жить в горах на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Тигры обитают в тропических лесах и сухих саваннах. Они живут на мангровых болотах и в бамбуковых рощах. На кого охотятся и что едят тигры? Тигр – хищное животное, и основной его рацион состоит из копытных животных. Лишь в летнее время в небольшом количестве он употребляет в пищу орехи, фрукты и траву. Амурские тигры охотятся на пятнистого оленя, косулю, благородного оленя и кабанов. Бенгальские тигры едят аксисов, индийского замбара, нильгау. Крупные тигры могут охотиться на таких животных, как лось, гаур и индийский буйвол. Описывались случаи, когда тигр успешно охотился на взрослого индийского слона и индийского носорога. Реже тигр может съесть зайца, фазана или обезьяну. Нередко тигры охотятся на домашних животных, например, на коров, лошадей, ослов и даже собак.
Тигр часто использует засадный способ охоты, поджидая добычу на водопое, но может и отправиться на охоту и подкрасться к добыче самостоятельно. К своей жертве тигр подкрадывается очень осторожно, мелкими шагами опустившись к земле, чаще всего с подветренной стороны. Подкравшись на нужное расстояние, совершает рывок или прыжок. Тигр– очень грозный охотник. Он способен совершать прыжки до 5 метров в высоту и до 10 метров в длину. Несмотря на значительные размеры, тигр способен бежать со скоростью 60 км в час, причем по любой местности. Но если добычу не удалось схватить сразу, тигр будет ее преследовать не более 100–150 метров. Размножение тигров. Период размножения у тигров начинается приблизительно с декабря по январь. За самкой может начинать ухаживать сразу несколько самцов, что приводит к соперничеству и громким дракам. Но где популяция немногочисленна, обходится без этого. Способность к оплодотворению у тигриц наступает всего несколько дней в году. Если зачатие не происходит, то брачный период может повториться в скором времени. Беременность у тигриц длится около 105 дней. Для родов и ухода за новорожденными она выбирает логово наиболее труднодоступное для других хищников. Чаще всего это пещеры или расщелины среди камней, различные буреломы и завалы деревьев и прочее. Рождается обычно 2–4 тигренка, именно так называются детеныши тигра. Редко может рождаться один тигренок или до 5–6 особей. Тигрята рождаются слепыми и весят не более 1,5 килограмм, они полностью зависимы от матери. Около 6 недель она кормит их молоком. С 6 по 8 недель они начинают прозревать. К детенышам тигрица не подпускает особей мужского пола, ведь они несут прямую угрозу их жизни. Поэтому в воспитании тигрят отцы не участвуют.